Всем привет, с вами Дэн, и посмотрите, какая красота, а? Ой, венецианники какие красивые. Во-первых, необычные, во-вторых, еще и такие цвета здесь. Ну, я бы даже сказал, больше цвет сиреневый, сочный, насыщенный, прям такой яркий, такой впечатляющий, такой, я бы сказал, весенний. Весенний, мы же заждались летних-то, весенних красок. И вот, пожалуйста, венецианика. Очень красивая модель, значит, называется она венецианика Redentore Enigma. И вообще в классической линейке Redentore у итальянского бренда венецианика много моделей, примерно десяток, может быть, чуть больше. Но вот, мне кажется, одна из самых интересных это как раз-таки Enigma, и это регулятор. То есть это такое красивое, необычное усложнение, которое позволяет считывать время несколько иначе. Центральная стрелка отвечает за минуты, а малая стрелка на субциферблате показывает часы. И причем она показывает сразу 24 часа. Это прям, слушайте, это вот классно реализовано и очень эффективно, эффектно, я бы сказал. И вот удобно, реально удобно. Ну, давайте сначала про характеристики поговорим. Значит, у этой модели конкретно вот с такой расцветкой референс 122/1572. Здесь корпус стальной, 316L, диаметр 40 мм. Внутри механизм Seiko NH39A с автоподзаводом. Функция регулятора есть. Сапфировое стекло с внутренним антибликовым покрытием. Защита 50 метров. Кожаный ремешок, как видите, под цвет циферблата с эффектом состаренности. Сделан в Италии. Российский ритейл чуть меньше, чем 90 тысяч рублей. И здесь важно сказать большое спасибо Alltime, потому что часы для обзора предоставлены крупнейшей в России розничной сетью магазинов наручных часов Alltime. Про диаметр ты сказал, а что у нас по высоте? Давайте смотреть. Высота 11,3, по ремешку, наверное, 20, да? Да, 20 по ремешку. И от ушка до ушка 40-46 с небольшим. Ну, как видите, размеры очень аккуратные, очень универсальные. Мое запястье 18,5. Слушайте, да? Хорошая посадка. Ушки загибаются вниз. Задняя крышка плоская. Ремешок прям вплотную к корпусу. Немножко его обхватывает. Такой полукругом сделана шпилечка. Мне нравится такое решение. Кастомный ремень, понятное дело. Фирменный. И красиво смотрится, очень красиво. Ну и необычно, посмотрите, какие необычные все такие часы, да? Класс. Здесь, кстати, они сделали часовой манеж в необычном положении. У отметки 11 часов, это добавляет такого стиля. И кроме того, как мне кажется, позволяет считывать время удобнее. Ну и в целом дизайн весьма лаконичный, потому что у нас есть часовая стрелка, да, малая, а центральная это минутная стрелка, секунды здесь нет, ну как и положено у регулятора, хотя можно и сделать, но мне кажется, это будет уже не то. И разметка минутная у нас по внешнему радиусу идут, и часовая разметка это по манежу. Логотип венецианика, Redentore и в принципе все. Причем, если так посмотреть, то объемный циферблат, да, чуть возвышается над основной частью циферблата кольцо манежа с часовой стрелкой. Дальше кольцо разметки минутной стрелки тоже чуть возвышается. И за счет этого получается объем. Ну и глубины, конечно же, да, глубины и сочности добавляет вот это очень красивое здесь, да, здесь эффекты солнечных лучей и градиент сиреневый циферблат, который от ярко такого сиреневого переходит практически в черный, если мы смотрим на уже край циферблата. Никаких вот слишком излишних украшательств, меток, надписей здесь нет. И мне нравится, потому что регулятор, на мой взгляд, всегда должен быть таким, ну, достаточно минималистичным. Тогда это красиво. И здесь красиво. Кстати, вот у нас получается, да, что у отметки 10-11 часовой манеж находится, и в противовес ему как бы логотип циферблата между 4 и 5. И мне кажется, весьма гармонично получается. Регулятор нечастый вариант оформления циферблата, с одной стороны, да, он несет в себе дух 18 века с его элегантными карманными часами, с другой стороны, использование регулятора в наручных современных часах делает их утонченными, редкими, и я бы сказал, конечно же, необычными. Корпус здесь характерный для Redentore, круглый, достаточно такой массивный, рант, зеркальная здесь у нас полировочка, да, он хорошо
перекликается со стрелками в стиле Doffen. Они мощные, резкие и хорошо подходят к общей концепции. Нет ничего лишнего здесь, ни даты, ни секунд. При этом часовая минутная разметка позволяют идеально вот считывать время, потому что они разнесены, и здесь хорошо это все вот считывается. И как для регулятора, мне кажется, это прям важный момент, потому что действительно в регуляторе нужно привыкнуть, и нужно, чтобы вот эти вот метки все были. Классно. Ну, Венецианик-то умеет в дизайн, естественно. И при этом, несмотря, знаете, вот на необычную индикацию времени, модель универсальная. То есть с учетом диаметра 40 мм, они очень итальянские, здесь и одновременно утонченные. И с другой стороны, есть некая толика брутальности, может быть, благодаря корпусу такому, да, какой крепыш немножко. И это хорошо чувствуется в каждой модели бренда, и особенно, наверное, вот конкретно в этой версии. Кстати, их несколько вариаций, да, расцветкой циферблата. Мне нравится вот версия сочный, сиреневый, градиент. Классно смотрится, душевно достаточно при этом. И, естественно, хорошо сочетается с ремешком. Он такой, как будто, да, немножко с эффектом потертости. И это интересно, это хорошо идет этим часам, потому что яркий, сочный циферблат, чуть более тусклый, чуть более сдержанный ремешок, который, с одной стороны, вторит в тон, в цвет, да, в оттенок, но при этом он не забирает на себя внимание и не делает эти часы излишне яркими, такими броскими, что ли. Классно. В принципе, здесь можно поставить и черный ремень какой-нибудь матовый, да, и тогда вообще он не будет на себя внимание отвлекать. Но мне кажется, в этой версии хорошо, тем более они такие уже получаются яркие, летние даже, да, весенние. В данном случае хочется, наверное, больше ярких красок. Ну и вот по корпусу, да, у нас боковая часть это идет сатинирование. Аккуратные, кстати, такие ушки. Приятно, да, зеркальная полировочка сверху. По качеству Венецианика, я думаю, вопросов ни у кого нет, потому что много версий показывал. Венецианика это, конечно, такой премиум микробренд, хотя, может быть, уже их не совсем правильно называть микробрендом, потому что уже много часов производит крупная компания Венецианика итальянская. И здесь на задней крышке, конечно же, изображение церкви Иль Реденторе. Это памятник архитектуры, и на всей линейке здесь это изображение сзади красивое, детальное, с мелкими классными деталями. Мне нравится, как Венецианика прорабатывает свои задние крышки. Кстати, еще важный такой технический момент, раз мы говорим, что часы можно носить каждый день, то давайте посмотрим, что у нас получается. 82 грамма, это прям немного на каждый день. Это классно, это классная версия, да. Ремешок мне нравится, мягкий, такой не толстый, гибкий, сразу же будет хорошо сидеть на запястье, потому что приработается в первые же минуты носки. Это здорово, это приятная модель. И самое время чуть более детально посмотреть на эти объемные красивые стрелки. Посмотрите, да, минутная, часовая, циферблат. Ой, красивый оттенок, конечно, класс. И по качеству, ну, это Венецианика здесь. Здесь отлично все сделано. И задняя крышка прям красиво. Пожалуй, чего не хватает, это может быть система быстрой замены ремня, но я думаю, что в начале, конечно, этот ремень точно будете носить, и захочется именно такой, да, вот такой, который немножко полукруглый, именно к корпусу прилегает. Ну что ж, по итогам скажу так, что это классная дизайнерская, да, модель, очень красивая, и Венецианика любит и умеет делать яркие сочные часы, но без излишнего такого, знаете ли, блеска. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Конечно же, увидимся.